секундочку, это вы типа начали уже по сценарию, или Да. сказали нам начать по сценарию? Так они никто никому не сказал, думала спонтанно сделала. Я сама Да, просто, я это сама должно придумала. было. Я просто сказала это. Теперь спасибо, что Сама все это испортила. придумала? Нет, Типа, но я она решила сейчас вспомнила, спонтанненько она начну, вспомнила и и плавно начала. перейдем. А ты, сука, В нашей программе будет много монтажа. И пиздежа много в нашей программе будет. много монтажа и пиздежа назовем канал. Много пиздежа и монтажа. Раз спонтанно не получилось, давайте тогда попробуем сейчас. Давайте не спонтанно. Я задам тот же вопрос, если вы не против. Мне кажется, это логичный Да, вопрос для да, начала, да? Конечно. Хорошо, давайте так. Ребят, сколько нам лет? 25. 25. По паспорту. По паспорту я вообще Жанна. Нет, Светлана. Это автоматически 40. Тамара, конечно, да. А знаете, когда приколите, если такое было, что в паспорте тебе становится 40, у тебя имя меняется. Да. Такие, Тамара, Светлана. И ты уже сразу Ё-моё. понимаешь, с какой категории. Да. Ё-моё. Типа, Варварой быть вообще уже не камильфо. Говорить слово не камильфо, не камильфо, вот я так Мне скажу. что это очень камильфо, потому что это французский. Бонжур, ёпта. Девочки, нам 25, верно? А чувствуем мы себя на сколько лет, скажите? Давайте начнем с Дариночки. Бля, я была не готова к Туда этому не вопросу. Чуть-чуть туда. Я Только на себя кроме чувствую лет на 30. Лет на 35. Неплохо. 35-50? Нет. Не размениваемся. Мне там где-то там. 35 тоже? 35, да. 35? Ну, чувствую себя, да. А ты? Слушайте, ну я чувствую себя на 21, только это такой вот 21-летний человек, которого постоянно заставляют работать. То есть, Ага. типа, я такая, я хотела бы быть wild, но я очень устала. Это имеет смысл, мне нравится тот ответ, обдуманный. А ты? Я думаю, что я чувствую себя на 25. Серьезно? Да. Прикольно. Ты прям так и представляла 25? Нет, я абсолютно не так себе представляла, но все меняется, я меняюсь, и А ты? мои 25 поменялись. Хорошо, интересно. Да, А не я? ответила. Я 30, я вот такие 29, вот 29, вот так скажу. 29, такая, знаете, цифра вроде не 30, но неплохо, уже и не 20 неплохо. фактически. Типа одной Хороший ногой в могиле, возраст. считай, вот так когда. Бражник так сказала, хороший возраст, как будто она там уже жила. Такие же 35. Все, она уже прожила. Валюха тоже, может, по 30 была там уже. Все нормально. Почему ты считаешь, что 30-летние так быстро умирают? Мне так кажется. Ногой в Это могиле такой 29. персепшн у меня был всю жизнь. Типа, знаешь, 30 лет, все, как бы жизнь закончилась. Ну, не в могиле, в смысле, в другом смысле, такой, ну, 30 пошел, лег, накрылся и лежишь. И ждешь. Денежкой накрылся такой. Потому что тебе накидали ее сверху, а ты ей покрывалка сделал. Ну, спасибо, гости дорогие. И цветочек посадила, может, 2, скорее всего. 2. Пошел червячком кормить. Мне интересно узнать, когда вы в детстве представляли, что вы будете делать 25 лет, типа, как вы вообще виделись в 25 лет? О, это такой source of anxiety, я не могу просто. Я себе представляла себя замужем в доме с ребенком в 25, и типа все. А я сейчас, типа, классно. А типа думала, будешь работать, нет? Это же Анжела. Нет, так я наоборот думаю, может, я с дома с ребенком, с мужем. Дома с думала, ребенком, что с будет. мужем, с работой, вот, ну, типа, что я думаю, будем в Киеве жить, какой-то уже там квартира, все, там муж мой, Женя Маслов. Привет, ты хочешь передать? Женька, привет тебе, брат. О, сейчас такая из Game of Thrones пошла тема. Короче, у меня уже там будет ребенку, там 2-3 годика, все, я уже буду замужем, там, ну, типа, такое, типа, I'm gonna be fully settled, I'll have a really nice paying job, I'll know what I'm doing, I'll be with the person I love, типа, у меня уже будет все шебуршать. Объясни, пожалуйста, шебуршать, я не поняла до конца. Ну, типа, все, wszystko gra, вот так вот у меня шебуршать, ну, типа, я... Типа, знаю, Ты происходит. вот в 10 лет по-польски думала. Слушай, вот тебе Что там в Украине у вас происходило вообще в те времена? Тебе Что уже за можно дикие как-то 90-е? просто Дети выдавать. просто выучили польский. Там заставляли в 40-х. Не суть.
Вот Ну, Дашке когда говорит ты 35. сказала вшистскую гра, вот ты думала, что это сделано для людей, это более понятно? На самом деле. Ладно сделано мы, это о людях подумай. менее понятно. Мгм. Нет. Ну вы понимаете. Хорошо, у о тебя чём я. шебуршало там что-то. Короче, скажу как задачу, все на мази. Мне кажется, Спасибо. Спасибо! А что, кстати, за выражение такое? Все на мази просто. На какой какой? мази? Вазелиновый? Ну что за мазь вообще? Ну, Тогда типа, просто когда всё все на мази. намазано, то есть ты везде можешь войти, все, у тебя никаких сложностей. Нет, фрикций нет. подождите, а почему тогда не все на мази, потому что мазь на мази? Почему все на мази? ну, мази — это когда просто все у тебя очень хорошо получается. Нет, я знаю, что это значит. Дай, Почему пожалуйста, почему слово на мазь? Ударение перешло. Потому что это тюремная фразочка вообще. Она не задумывалась. Грамматически там верный, не нет? сидели политические Нет, ребята. сказали ребята, людей. как В это- студии, если бы это была тюремная фразочка, Бражник бы ее хорошо уже знала. Это правда, это не Это может не быть она. тюремное. Так она знает. Нет, Спонсор я это сегодняшнего написала. вечера и фэшена. Тюряга Дарина. Параша. Мне очень понравился твой ответ. Очень достойно. Валя, расскажи, пожалуйста, что думала ты в детстве про то, как ты будешь выглядеть, что будешь делать 25? Мне казалось, что это будет ближе уже к тому, где я живу самостоятельная, одна, работаю, все хорошо. Сходится. Одна ты хотела жить 25? Ну, я Когда так ты была представляла. маленькой девочкой? Я- Вот. И у меня ситуации какие-то, как в «Иронии судьбы» или «С легким паром». Ты себе представляла, что к тебе придет незнакомый мужик домой бухой, и ты будешь его будить, поливая его водой, пока он спит на кресле? Ты так себе 25 Я представляла? слишком часто смотрела «Иронию Кстати, судьбы». а сколько им там лет было в этом фильме? Я когда- не знаю. Мне Намного, кажется, намного... Мне кажется, В что районе около 30 30 было. Да. было. Подождите, Что по А их почему она меркам- сингл тогда была в 30? Да потому Непорядок. что об она этом вообще фильме. не так. Она же старая Всегда дева. 30, да. Ну. Старая дева и 30 лет. Я реально чувствовала, когда я смотрела этот фильм, я чувствовала, как будто бы им было лет по 2019. 50-60, если честно. Да. Потому как они себя вели и чувствовали. Да, правда, они там молодняком от них не пахло, конечно. Но там это мама этого Лукашина была самая, по-моему, шустрая. Я мировая мама. Мне тоже шебуршало там что-то, да? Слушай, не, вообще с шебуршанием, мне кажется, шебуршать должно перед, как бы, концом. Ну, типа... Извини, пожалуйста, elaborate. Чего, блядь? Чего, блядь? Ну, ты сказала, у меня все на мази шебуршит. А Я сказала, считаю- что у меня все шебуршит, а.к.а. на мази. Окей. Но я это так поняла. И мне кажется, И что- значит, это valid. естественно, и шебуршать даже сначала шебуршит, а потом все на мази. Потому что без шебуршания, как говорится. Никакого мазания. Слушай, или как, что я тут бы лучше это? сначала помазала перед тем, как шебуршать, честно говоря. Я бы... О, и пошли в эту сторону. И Ну, все, да, до свидания. да, Так мы уже разговаривали, ну чё да-то? Чернота опять. Чернота. Так вот, мою версию... А, Ой, все, да? да, Типа у тебя все да. как, типа, ты кого-то Типа, встречаешь, да, но ты еще не да, замужем. да. Нет. Но работаешь Слушай, совершенно- работаю, мне Ты все уже устраивает, близка, в все принципе. Ты хорошо. была прям такая прогрессирующая маленькая девочка. Я смотрю. Да, но- Прогрессирующая. Развивалась, смотрю. Не остановилась на девчачьем возрасте, решила расти дальше. Да, неплохо. Это очень импрессив. Это правда. Расскажи вашу историю. Значит, я думала так, что к 20... Сколько? Пяти. Нет, подождите. Я считала, что в 21 я выхожу замуж. Это Это данное. Это самое позднее. Окей? Начинаю пить алкоголь в Америке и замуж выхожу. Слушайте, а реально был такой период? Причем парня я встречаю 18 лет, типа, когда я уже взрослая, все, у нас там, типа, начинаются с ним серьезные отношения, потом такая 3 годика, нормально, 21, я выхожу замуж, и к 24 у меня все, я по-любому рожаю уже хотя бы одного ребенка. Life is И complete. каждый парень, которого ты Да. встречаешь, это твой будущий муж. Да, он как Ну, будто... первый, который... Подожди, Знаете, как он должен говорится- был быть один, кстати, Да, это важно, первый. он должен... Это Да, первый Да, парень. первый, да. Логично, в принципе, хочешь. 21 год. 24. Свадьба, в 24 у меня уже... Нет, не то, что детей хочешь, как минимум один ребенок. Уже Рожаю 24. первого. Самое позднее, 24. Мгм. Интересно. Я, кстати, очень-очень похожа, на самом деле, правда, Что за шпора. Я фигня думала, что я, движение? типа...
Ты что, Очень Ленин? интеллектуальное лицо. В этом костюме нельзя Ленина показывать. Но уже не в тюрьме. Мавзолей — это не тюрьма. Смерть — это выход. Что только что было? Что это было? Хорошо. Было отлично. Магия. Я хотела сказать, что мне очень похоже, как у Штуди, на самом деле, что мне тоже казалось, что к 25 я уже точно буду замужем и точно буду с ребенком, и что выйду замуж, я примерно тоже типа 21-22. Это был возраст, когда я была уверена, что все, типа, вот я вот это... Я буду типа мамашка. Мне Типа, я казалось, буду что так мамашка. взросло. Мне казалось, что 21 это уже так взросло. Вот, мне кажется, Поэтому 25 да. это все, типа, это, ну, все, ты уже 25 до 30, если у тебя нет своей квартиры, ты вообще никто как бы в этом мире. Точно, я думала... Я точно думала, что Да, меня... Ты реально думала, что нужна квартира? Стопудово. Я думала, что чтобы к 25, типа, нормально себя чувствовать, нужна квартира обязательно. Мгм. Это ты, ну, типа, вот Даже property kids, бой. Все, Да. вот это... Бой. Бой. Ну, потому что 25 и не бой. Ну да. Они там... У меня было очень похоже. Я тоже себе... Не, я вообще представляла, что я поеду и буду работать переводчиком в Киеве, в городе моей мечты. Which is kind of true, actually. Город мечты, но как бы сейчас... Тогда была вообще мечта. Это было Для супер. всех украинцев, да. И я была уверена, что в 25 у меня точно я уже буду замужем, у меня уже точно будет ребенок. Как бы мой муж будет старше меня на 4 года. Какая precision интересная. Почему на 4? Отличный возраст, да. Почему? Очень все как бы легко объяснить. Папа старше мамы на 4 года, поэтому должно быть так. Кстати, я тоже так думала, что у меня муж должен быть такая же, сколько мы. Я думала, что мне должен быть 6, потому что у родителей было 6 лет разницы. Ну, А вы так думали? Нет, я думала, что он будет точно старше, но не Никакого думала, precision. насколько. А у меня забавная ситуация, у меня папа младше мамы на 4 месяца. Серьезно? Мгм. Прикольно. И ты так и кого думала? ты хотела? Я не... Мальчик. Поэтому я как-то не задумывалась. Я всегда думала, что, ну, типа, либо моего возраста, либо старше, все. А так, типа, не было. Я поняла. Интересно, меня всегда фрикаутили каплс, у которых мужчина был младше. Мне Меня просто тоже. из-за того, что, типа, должны... Из-за того, что папа у меня старше мамы, всегда был. До сих пор есть. Есть и будет! И при том, что у них день рождения в один день. Как вам такой твист? Неплохо, да? Ты думала, что у тебя с мужем будет день рождения в один день? Нет, я думала, что это практически невозможно. У них еще и отчество одинаковое, так что это вообще какой-то Unreal, если честно. Мне кажется, они поэтому и поженились. Типа, такое совпадение сильное, что такие, типа, Слушай, давайте поженимся. Прикинь, я на секунду И подумала... Гузеева такая сразу, тынь-тынь-тынь-тынь. Извини, пожалуйста. Я на секунду подумала такую херню. Удивительно. Потому что ты сказала, у них отчество одинаковое. Я такая, у женщин нет отчества. Кто? Татьяновна? А вот это вообще пиздец. Сейчас секунда феминизма, блядь. О, подожди, какая рубрика пошла сразу. Секунда, подожди, с какой стороны? Да, смотри. Секунда феминизма. Почему отчество дают ребенку по мужчине? Вообще, ты его... Я знала, что ты это скажешь. Да-да-да. Я вот прям ждала, когда из этого уха... Это вот же не вот это мачество, время. это отчество. Ну, должно быть, значит, мачество. Или как тебе выбережество, потому что... Или вообще этого... Хочешь мачество? Выберечество has to be a thing. I know! It's like Хочешь middle name. мачество, хочешь отчество. А но ты хочешь вообще выбираешь просто сам. свирит Юлия Лампа? Я не знаю, просто вот так вот. Вредничество. Очень Вот, любая категорчество. Опенчущество. Ну, потому что ты выражаешь, как бы тут тужишься, да? Мало того, что фамилия у тебя уже мужская точно, так еще и Ты Юлия Карпов. Была красивка, стала Свиридов. Мужская фамилия. Единственная, которая была в примерах у нас. Да. На самом деле забыла фамилию Сидоров. Ну, в общем, да, у меня должны были быть дети, муж и дом. Я очень хотела собаку тоже. То есть я все правильно поняла. Мы все, в принципе, в целом выросли, думая, что к 25 мы уже либо будем замужем, либо будем about to get married и найти кого-то. Ну, то есть, типа, все строилось на том, что должен быть мужик, Кто-то, да, и дети еще в большинстве случаев. С 25 лет. Это сколько, что ты полностью состоящийся человек, а что тебе для этого надо? Хорошая работа и семья. Я, честно, вот в моем детстве Я я что представляла, просто что в Ну, 25 да. у меня будут только такие conversations. Да. Конечно. Я уж
точно думала, я буду сидеть в Варшаве в комнате с микрофоном и 5 телочками и 4. Слушайте, я вообще никак не видела это так. Вот если бы мне, вот знаете, как игра «Первый миллионер», тебе дают 4 варианта ответов, и там вариант Д, ты сидишь в Варшаве с 4 бабами перед микрофоном. Нет, такая. Нет, однозначно я себе так Это не сразу представляла. бы аут. Да. Сыщи И такая музыка. Па-ба-ба-ба. Вы дали неправильный ответ. И какую там грустную музыку потом ставили? Ба-ба-ба. И все таки садились и просто грустили. Да. У нас, кстати, в школе был звонок, эта музыка вот эта вот. Да-да-да. Эта Звонок? песня, это был школьный. У нас не был звонок типа трррр. У нас был звонок под эту песню «Эммануэль». Из фильма «Эммануэль», окей? Просто что вообще? «Эммануэль», правда? Как понять? У нас Алгебра закончилась, Да, а у них да. ба-ба-ба. Только оно не так играло, но как монофония, то есть все. Вот так, оно еще обрывалось посередине, не Боже бриться. мой, это хуже, чем я себе представила. А потом вот оно обрубалось, и на следующей перемене, или когда на урок, то звонила с того же момента, как на паузу там нажали. Это правда, где каждый раз с разных мест Вы это начиналось. придумали, сейчас я Нет, это чистая правда. Спросите Хильгевич, это было. Знаете, у меня не видно глаз, но они очень широко раскрыты. У меня тоже. Это чистая правда. А знаете, Даже- А как, насколько длинная О, была эта представление, монофония? Это была типа прям вся Нет, песня? нет, вот Или- 5-7 Это секунд. они ставили там какой-то, видимо, период времени, в который должны были звонить. Поняла, там Nokia 3310, в нее вставлен такой шнур, как у нас к микрофону, и вот на всю школу. Это какая-то Послушайте, штука. нет, ребята, я вам лучше скажу. У нас однажды пытались перенастроить этот звонок, поставили обычный, вся школа взбунтовалась, чтобы вернули. Да. Его вернули, но когда они начали настраивать его обратно, они начали покапить, и однажды вместо этого звонка просто какая-то калитка маленькая полетела. Серьезно вам говорю, вот это была ржака. Просто сидишь на уроке и резко на всей школе просто та-та-та-та-та-та-та-та. Конец. Идите на перемену. Вот такая школа Серьезно, была. говорю, такая история была. Почему мы так поздно об этом узнали? Я не 8 знаю, лет да. дружбы, и только 8 лет сейчас. дружбы, Вам наш, сказать, что нас за- Марку, блядь, такую вообще золото охранить. Нет, Вау. не то, что вам кажется нормально, я знала, что в других школах не так, но мне казалось, что то, что у нас, это пизже. Ну да. Так вот, Это пизже, но это equally так же ебануто. А ты Вообще понимаешь, 100%. что с таким звонком в школе мы должны были предугадать такую ситуацию? Приколите, если ваша оставшаяся жизнь дефайнит ваш звонок в школе. Просто. Тогда я просто инженер на заводе. Где просто был такой, да? Это противно, быть на заводе противно и boring. Инженер это boring. Я инженер на заводе. Да, отец инженер. Пожалуйста, скажи, что на заводе, пожалуйста, скажи на А заводе. подожди, мой папа тоже инженер. Как бы мои родители тоже инженеры. У моего папы образование инженер. Так подождите, У хорошо, меня девочки. инженеров нет, мне норм. Но разве инженер это не boring? Ну, чуть-чуть, да. Ну вот и все. Ребята, хочется подытожить и сказать, что наши 25 гораздо лучше, мне кажется, чем мы себе представляли. Вам не кажется? Как раз 5 минут. Но вообще скажу, что по-любому это очень сильно отличается от того, что я себе представляла. Но реально намного круче. Но? Это вообще, это просто ты понимаешь, что... Нет, это просто само понятие, что 25 заканчиваешь... Валя честно держалась. Я слышала, как она держится. Она старалась. Извини ее просто. Пожалуйста, продолжай. Она не имела в виду, ей просто очень весело и душевно. Это прекрасно. Проси прощения за друга, это вау. Она просто так смеялась, не могла. А я видела напряжение, начинает вот так набухать здесь. И я такая решила теншн снять. Что вообще сейчас произошло? Непонятно. 25? Хороший возраст. Нет, я хотела сказать, что когда я была маленькая, я думала, что в 25 жизнь заканчивается, что все, it's out, у меня просто теперь дети, готовка, уборка и работа, и муж еще тоже периодически появляется где-то там на горизонте. И все, и в 25 жизнь закончилась. Оля работает. Инженером на горизонте. И он такой с конца боли. И потом бегут такие друг к другу, а
потом раз разминулись просто, мимо А пробежали. знаешь, почему предупреждение голограмма? В 25 жизнь заканчивается, все. А денег на путешествие нет, как бы, и просто ты сидишь... Фантазия у тебя, конечно, бурная в детстве была. Я бедная, и с детьми. Это просто bleak future in Ukraine. What else do you see? Нет, в советских фильмах так было. Да. Ну да. Люди... Не, ну почему, в Гагры какие ездили, конечно, но это Не было все. очень редко. Да. Не все ездили в Гагры. А мне, знаете, что кажется, что если бы мне сейчас дали такую жизнь 25, как я себе представляла, Ох, мне кажется, я бы, возможно, бы не совершила бы суицид А я бы сразу, пошла, а вот через полгода бы вот точно бы вены точно себе бы- резать, во, во. 100%. Вот так, Ну, типа, это я бы не что? выдержала, это было бы страшно просто сейчас. У меня Ужасно. такие мысли на эту тему. Господи, если бы... О, боже, нет. Ну, Ну, я на самом деле думаю, что я представляла себе свою жизнь в 25 так, потому что я, в принципе, не подожди, представляла, вот что... прям вот реально вот так ты нет, себе- как типа с ребенком А. с мужем. Да, потому что вот это вот, я представить этого себе не могла. Я не знала, Ну что да. можно так жить, Да. я даже не думала, что я пройду за границу. Я, Да. в принципе, как-то изначально отсекалась. Такого почему варианта какие-то- вообще не было даже. Какие-то 34. интересные там, не знаю, путешествия. Мысли. и так И не далее. было никаких, не было Не тоже было. никаких role models, Абсолютно. где можно было бы видеть, чтобы в 25 девушка была без парня, и при этом как бы Ты окей. что? Да. Я такие экзамплы вообще Да. не видела. Если она без парня, это значит, что она вот с кем-то рассталась, и она уже как бы такая жизнь немножко потяганная, Да. и это уже выглядит грустно, как же это с парнем расстаться. Вообще даже уже не, если Особенно они в таком Типа, это же возрасте. трагедия в была. таком-то возрасте 25 лет. Поэтому, если бы были какие-то examples, где вообще просто сингл классные чувихи в 25 лет чем-то занимаются, было бы легче. У меня сейчас среди моих знакомых в городе, в моем, которые остались жить в моем городе, нету ни одной сингл 25-летней девушки. Они все либо замужем, либо второй раз замужем, очень многие уже с детьми, Это потому что правда. 25. Да. Хотела сказать, что единственный пример, где я видела, наверное, сингл постарше женщин, это вот «Секс в большом городе», который, на секундочку, мне запрещали смотреть. Конечно. Ну, типа, это был единственный И экзампл, в где друзьях можно тоже поступать. были классные Да, девушки. да, Ну, кстати, нам да, реально они там тоже были запрещали сингл. это Но смотреть. они встречались постоянно, правда. Встречались, но все равно это было такое, они даже не жили там вместе. Ну да, это никогда. правда. Окей, да, я согласна. Не живете, значит, не Но считается. я тогда не знала, что им было 30, если честно, под 30-ку в этом сериале. Я только узнала, когда стала во взрослом времени Они начинали, пересматривать. сериал начался с того, я помню, сериал начался с того, что им было 25 лет. И я когда смотрела, Серьезно? я думала, господи, какие вы все взрослые, какие вы все старые уже. Им было 25. Да. А сейчас я на них смотрю, такая, типа, не слишком взрослые. Ну, да. Уже Всё, есть дети, пока. что не